очевидно, нас должны взбодрить, потому что сахар, он в крови дает такую комбинацию, которая заставляет чувствовать счастье. Сейчас мы им поделимся с окружающими. So they say that you crash sometimes after eating sugar. Really? Some minutes after. Но правда потом после этого засыпают люди, после сахара. So let's do a short meditation on Tonglen. Так мы сейчас попытаемся выполнить небольшую медитацию Тонглен. По объему небольшую, конечно. So even though I gave the example of starting with yourself, I think we're going to start with someone else. Really? Несмотря даже на то, что мы говорили о том, что вообще практика Тонглен следует начинать с самого себя, все же мы попытаемся выполнить сейчас такой основной вид Тонглена, когда мы перед собой визуализируем других людей. And I'll tell you who to meditate on, but that doesn't mean that you shouldn't meditate on yourself first. You can go home and use this meditation to work on compassion for yourself. Даже несмотря на то, что мы говорили о том, что да, вообще так начинать надо с себя, это не означает, что Дон вам запрещает пойти домой и выполнять эту практику с визуализацией другого перед собой. Нет, вы делаете так, как вам больше подходит в каждом индивидуальном случае. Вы можете пойти домой и продолжать, сразу приступить к тому, чтобы начать с визуализации перед собой кого-то другого. Okay, so let's just begin with a few minutes of meditation on the breath. Для того, чтобы перейти к нам, на самом деле, к Тongлену, все равно мы начнем, как всегда, сначала, то есть с медитации на дыхание. So again, you can just bring your awareness to the breath in whatever way is suitable for you. Используйте те техники, которые вам известны. Если неизвестны техники, тогда самая простая техника, просто на кончике носа сосредотачиваемся. Как легко. Sometimes people count the breaths. You can do that if you wish. Count them. 1. Inhalation, exhalation, 1. Inhalation, exhalation, 2. Иногда дают рекомендации считать вдохи и выдохи. Если вам подходит, считайте вдохи и выдохи. Or you can simply bring your awareness again to the point of Можете the просто nose. поместить свою осознанность на кончик носа. Or sometimes people use the point in the lower abdomen, below the navel. А иногда люди используют место где-то 4 пальца ниже пупка, и там такая точка специальная есть. Where the abdomen rises and falls. Там, где вот есть вот это поднимание, опускание живота. Whatever technique you use, just try to stay with the breath. Если вы знаете какие-то техники, используйте. Если не знаете, то используйте очень простые техники. And when you see that the mind wanders or gets distracted, bring the mind back to the breath. Так вы можете найти, обнаружить своего блуждающим где-либо. Как только вы обнаруживаете своего, что он где-то блуждает, вы просто его вернули обратно. So we'll do this for just a couple minutes. Это очень непродолжительная медитация, она нужна для спокойствия. And then we'll do Tonglen. Потом мы перейдем к Тongлену. Very close to you who's going through a difficulty, a problem. И сейчас нам надо вспомнить кого-то, кто нам весьма близок, кого-то близкого на самом деле. И для данной медитации будет верным способом, если вот этот человек, с кого мы вспомним, возможно, у него трудности, проблемы, нечто такое серьезное. Should be someone who you already feel very close to, who you are concerned Но about. это так или иначе определенно должен быть кто-то, с кем вы уже весьма близки. And then visualize them in the space before you. Now thinking about the suffering that they're experiencing. Сейчас подумаем о том, о страдании, которое испытывает этот человек, поэтому, вот, чтобы мы так сразу подумали о страдании и сказали, что хорошо, если это кто-то, кто с проблемой. Begin to generate compassion by first thinking about how wonderful it would be if this person were free from suffering. И мы начнем с рождения сострадания, как уже сказали, 3 шага. Первый из них это как было бы прекрасно, если бы вот этот человек освободился от своих страданий. Тем более сильное пожелание. Пускай он освободится от страданий.
Make this stronger, the stronger intention that this actually happened. Это действительно сильнее, то есть это более сильное желание. And then because this is a being who is very close to you, it should be easy to say, I will do this for you. I will help you to be free from suffering. По той причине, что мы выбрали для медитации кого-то уже очень близкого нам человека, по этой причине мы легко можем сейчас подумать, что я принимаю на себя ответственность за то, чтобы ты освободился от страдания. I will even take away your suffering and experience it myself. И я освобожу тебя от всех тех страданий, что переживаешь ты и что переживаю я сам. So that you don't have to. Ты больше не будешь страдать. And now at your heart appears your self-centeredness in the form of a very thick black rock. Теперь наш эгоизм, который за нами, за собой мы знаем, находится в нашем, как мы говорим, сердце, в точке в середине груди, в сердечном центре, в виде такого плотного черного камня. This is the mind that tends to be focused on just ourselves and exclude others. Это тот вид ума, который сосредоточен только на своей собственной пользе и совершенно не заботится ни о ком другом больше. And it's one of the obstacles to having genuine compassion. Это препятствие, этот ум представляет собой препятствие к состраданию, к тому, чтобы взрастить сострадание. So we want to be free of it. И от этого ума мы хотим избавиться. So now, with those compassionate thoughts towards that person in front of you, begin to take away their suffering. И теперь, чувствуя сострадание к человеку перед собой, начинайте забирать его или ее страдания. As you breathe in, visualize their suffering comes away from them in the form of thick, hot, black smoke. Чувствуйте, что созерцайте, что когда при вдохе вот все их страдание переходит в вас в виде черного дыма, плотного черного дыма. And breathe that down to your heart center where it gathers around that rock of self-centeredness. И оно, вот это облако дыма собирается и конденсируется прямо вокруг вот этого самого черного камня в вашем сердце. And it begins to eat away at it. И одно другое начинает уничтожать, как бы они поедают друг друга. Making it smaller. А камень уменьшается, и облако уменьшается. And then breathe in more suffering, and it makes it even smaller. А затем вы вдыхаете снова, то есть вот несколько вдохов надо сделать, затем вдыхаете снова, она снова еще больше уменьшается, еще вдыхаете, еще уменьшается. Continue doing this for just a couple minutes. И мы продолжим некоторое время это делать. And as you do this, think that you're really taking that suffering into yourself. Когда мы это делаем, мы в действительности забираем страдания другого на себя. You're willing to experience it so that that person doesn't have to. Наше желание, наше намерение, то есть наша буквально искренняя мысль должна быть такова, что мы на самом деле освободили этого желания, этого человека.
suffering left and just a little bit of self-centeredness at our heart. В конце концов, мы приходим к тому моменту, когда уже совсем немного остается черного сгустка, который представляет собой наш эгоизм, и от того черного облака, которое мы вдохнули в себя. То есть они уже почти друг друга съели. We breathe in that last bit of suffering and take it down to our heart center where it completely destroys the В self-centeredness. следующий раз вдохнем, а в конце концов это все закончится тем, что они полностью ликвидируют друг друга, и мы избавимся от эгоизма, а человек от страдания. And then we pause here to rejoice. И теперь это повод порадоваться. Be happy that you have taken away the suffering of this being. Рады, мы действительно искренне рады тому, что мы забрали страдания этого человека. And be happy that you have destroyed this mind of А self-centeredness. также мы радуемся тому, что мы избавились от эгоизма, от себелюбия. Now you turn your attention back to the person you visualize in front of you, А теперь мы возвращаем свое внимание к тому, кто перед нами. and you see that while they are free from suffering, they still aren't completely happy. И обращаем внимание на то, что да, уже освободился от страдания, но еще подлинного счастья не удалось достичь пока. So we begin to generate loving kindness, the wish for them И to be happy. мы начинаем взращивать мысль любящей доброты, First with the thought, начиная с того, что how wonderful it would be if this person were happy. как было бы прекрасно, если бы этот человек на самом деле достиг подлинного счастья. And then strengthen this with may they be happy and have causes of happiness. И дальше пускай на самом деле этот человек станет счастлив, и у него будет полная причина для этого счастья. For this person. А затем мы принимаем на себя ответственность за вот это самое. I will give them everything that brings me Я happiness, наделю этого человека всем, что делает счастливым. so that they can be truly happy. И это счастье будет подлинным. And now visualize that at your heart center appears a beautiful, clear jewel. Теперь в нашем сердце, в сердечном центре, возникает прекрасный бриллиант. This wish-fulfilling jewel of И bodhicitta. это исполняющее желание драгоценность бодхичитты. And then visualize that everything you have that brings you happiness transforms into light. Теперь мы представляем, что все, что делает счастливыми нас самих, все это превращается в свет. All your wealth, everything you own, Все благосостояние, все, что нам принадлежит или желаемо, all your positive karma, вся наша позитивная карма, your merits, заслуги, your body even. тело, All of this transforms into white light that enters into the jewel. все это превращается, становится белым светом, этот цвет заполняет этот бриллиант. Making the jewel very radiant, brilliant. Он становится очень ярко сияющим, этот бриллиант. Now, using the breath as you exhale, send this light out. И вот, используя свое дыхание, мы теперь выдыхаем этот свет. When it meets the being in front of you, it instantly becomes exactly what they need first for in this moment. Как только этот свет соприкасается с тем человеком, который перед нами, он сразу же превращается во все то, что осуществляет потребности этого человека. It helps them to have happiness in this life. И счастье, которым он наполняет этого человека, является счастьем этой жизни. And as you continue to send it out, it becomes more and more causes for their well-being. И затем мы продолжаем
дышать, и причин для счастья становится все больше и больше. Becomes teachers and teachings. И они находят свое выражение как учителя, духовные наставники, учения, Spiritual companions on the path. санха, Becomes сподвижники. everything that is needed to help that person develop their То есть ultimate happiness. все то, что необходимо для достижения этим человеком окончательного So счастья. just spend a couple minutes doing that. Пару минут представляем это. And practice willingly giving away what you have to that person. И мы искренне абсолютно отдаем всего свое счастье, заслуги и так далее этому человеку. And then eventually we arrive at a point where that person is almost completely happy. Сейчас мы дошли до того момента, когда вот еще чуть-чуть, и все, окончательное счастье будет реализовано этим человеком. And we have given away almost all of the light. А мы отдали уже почти весь свой свет. And with one final out-breath, give away the last bit of that. Когда с последним выдохом мы отдаем окончательно остающуюся часть света, And when it meets the being in front of us, и they она become переходит fully enlightened. к человеку перед нами, этот человек достигает окончательного пробуждения. They're completely happy in bliss. И это окончательное счастье, окончательное блаженство. And here too we can pause to rejoice. И здесь тоже есть повод порадоваться. Feel how wonderful that you've done this for this being. Как восхитительно то, что сделано для этого человека. Not only freed them from suffering, but placed them in true bliss and happiness. Это не просто освобождение от страданий, но это еще и достижение окончательного счастья. And feel that joy in your heart. Пусть эта радость некоторое время присутствует у вас в сердце. And then when you're ready, you can open your eyes fully. Теперь можно полностью открыть глаза. And we'll continue. Вернемся к нам на семинар. Again, that was not as long as you can make it. You can make it longer than that if you wish. Вот эти вот манипуляции можно проделывать более длительное время. And you can work with many different beings. Lama Zopa sometimes says to work with all beings. Можно разные группы существ использовать в своей визуализации, иногда, может быть, даже всех живых существ. But we always have to start where we are. Но вообще хорошо начинать с себя. Because we don't want to take on too much. Не надо брать на себя больше, чем Then нужно. we might end up with horrified anxiety. Excuse me? We might end up with horrified anxiety. В общем, не нужно доводить себя до пугающей экзальтации, вот что важно. Any questions on Tonglen? Как насчет опросов по поводу Тонглена?
Хорошо получилось у всех? So again, Tonglen is taught as a technique to help us to generate bodhicitta. Итак, танглен – это техника, она излагается как техника, которая нужна для взращивания, зарождения и взращивания бодхичитты. But it can be used as a separate meditation on its own. Но, кроме этого, она может использоваться как отдельная медитация. And Pema Chodron even says we can practice Tonglen on the spot. On the spot? On the spot. On the spot. On the spot means wherever we are, whatever's happening. И по словам Пема Chodron, танглен можно практиковать где угодно, в любой ситуации, где мы не находимся. And that's because if we are experiencing something nice at the moment, we can give it away. Мы, допустим, испытываем нечто позитивное, мы можем этим поделиться. When we're eating delicious cake, we can think of offering it to others. Нас угостили прекрасным пирожным, мы можем этим поделиться. And when we are having something difficult, like we're ill, we can think about taking the suffering of others. Мы сталкиваемся с трудностями, например, заболели, мы можем думать, что забираем чужое страдание. We can even hold the thought, why am I having to be ill? May others not be ill ever. Мы можем думать даже, что пускай вот силой этого самого страдания, я сейчас буду выполнять эту медитацию, пускай силой этого страдания все другие освободятся от их страданий. Lama Zopa has taught extensively on Tonglen too in a book called Ultimate Healing. Лама Сопа дает подробное учение относительно танглен в своей книге «Окончательное излечение». Is that translated? Она переведена на русский язык? Да. Yes, translated. It is. Oh, okay. Yeah. Is it there? Ah, wonderful. Okay. So there is a lot of advice there on working with Tonglen. Там, в общем, очень обстоятельно и подробно излагается все, что касается танглена. So the practice that I put together for compassion, we can go through that now. Практические наставления относительно зарождения сострадания следующие. То есть они у нас есть в разработанном материале. Поразмышляйте о своей способности практиковать сострадание, какую бы форму оно ни принимало. Радуйтесь своей способности открываться своему собственному страданию и страданию мира. Это первая часть. Попробуйте совет Его Святейшества Далай-лама медитировать на сострадании и забудьте о благе других в течение 10 минут в день. И понаблюдайте, какие будут перемены. So that second point, I didn't mention that yet, but in the Book of Joy, His Holiness makes that suggestion. Дон не упоминал вот этот второй совет, тем не менее в книге радости это есть. Вот Далай-лама, Его Святейшество Далай-лама относительно этих 10 минут медитации дает совет. His Holiness says that if we just spend even 10 minutes practicing compassion every day, it will make a big difference. И говорит, что даже если мы 10 минут будем в день тратить на практику сострадания, это уже принесет очень хороший эффект. And you could do Tonglen meditation as that meditation, that reflection. Можно вот, собственно, выполнять медитацию танглена, и вот как раз это и будет тем самым советом практики сострадания. Or you can simply use those 3 thoughts. А можно использовать эти самые 3 шага, которые сейчас были озвучены, которые мы использовали. How wonderful if you're Как free from прекрасно suffering. было бы, если бы May you be free from suffering. пусть это произойдет, и я обязательно приведу к And I этому. will do that. Okay, good. All right. So I'm going to share one quote from His Holiness because I think this is the relationship of compassion to joy. Hopefully you felt some joy in the Tonglen meditation. Есть один момент еще, который отмечает Его Святейшество. Он касается связи сострадания и радости. Вот скажите, ну вот кто-то смог почувствовать какую-то некоторую радость, когда вот сейчас мы занимаемся практикой танглена? But what he says is, if we look at this mind of self-centeredness that we're trying to overcome, we see that it wants us to have things for ourselves. It wants us to be happy, to not This suffer. egoistic mind. Вот это самое эгоистичное мышление, которое мы питаем внутри себя, себелюбие, это такой ум, который направлен на получение выгоды исключительно для самого себя. So even though it wants us to be free from suffering and be happy, it's going about it the wrong way. И даже несмотря на то, что он желает, этот самый ум желает счастья для самого себя, вот он сам собой представляет совершенно ложное средство для вот этого счастья, которое хотелось бы. So His Holiness says, my advice is that if you must be selfish, be wisely selfish. И Его Святейшество говорит в связи с этим, совет следующий. Если вам так нужно быть эгоистами, то будьте разумными эгоистами.
Когда мудрые люди, человек мудрый, будет служить другим искренним образом, исполняя потребности других, ставя потребности других выше своих собственных потребностей. В окончательном смысле вы сами от этого станете счастливее. Тот вид эгоизма, который провоцирует конфликты, который заставляет убивать кого-то, который заставляет воровать чужое имущество, который заставляет использовать грубую речь, который заставляет нас забывать о благополучии других. Вот такой вид эгоизма приведет к нашим собственным потерям, к нашим собственным невзгодам. So that's somewhat similar again to what we saw in what some people shared yesterday about being happiest when we are helping others. Это связано с тем, что, о чем говорилось вчера, о том способе, которым мы можем помогать, которым мы можем оказывать помощь другим. Значит, здесь Его Святейшество говорит о разумном эгоизме, как это называется. Это такое есть в его учении такой тезис. As we'll see at the end of the 8 pillars, this is what His Holiness actually says is the main message of the whole book, of all the 8 pillars. И здесь у нас есть непосредственный ход дальше, логичный, вполне логичный. Это наше последнее 8-е основание для радости, щедрость. Это в действительности как резюме, как послание всей книги, смысл всей книги, щедрость. That we actually experience the most joy when we are Это concerned about others. то переживание щедрости, это то переживание, которое доставляет нам самую большую радость. There's one more practice that is involved, one more pillar. Вот это самое eighth pillar. Yeah, the 8th one. So we can go to the next slide, please. Значит, здесь будет еще практика, и мы пойдем дальше. So this is generosity. Здесь generosity, щедрость. And so the cartoon I chose for this is like a circle of generosity. Значит, здесь изображен нечто, что называется кругом щедрости. So the man over here is handing flowers to the woman. Значит, то там мужчина дарит цветы женщине. And the woman is giving tea to the other woman. Женщина кому-то наливает чай. And that woman is giving a gift to that man. Вот та женщина дарит кому-то подарок. And that man is giving a coffee to the other man. Тот мужчина наливает зачем-то кофе ему. And that man at the top is holding the door open for the man with the flowers. Этот человек открывает дверь для того человека, который с цветами. And this speaks to one of the truths of generosity, that if we were all practicing generosity, we would all have what we need. Смысл этого всего того, то есть вот того, что там нарисовано, это того, что если мы вот будем щедрыми, будем практиковать щедрость, мы получим все то, в чем сами нуждаемся. So generosity is an extension of our compassion. Итак, щедрость является продолжением нашего сострадания. It helps us to recognize what people need and to be responsive to that. Каково послание щедрости? Это узнавание, понимание потребностей других людей и recognizing people needs, And then being responsive to that. Принятие на себя ответственности за то, чтобы удовлетворить их потребности. But in the book, Thupten Jinpa says we don't need to wait until the feelings of compassion arise before we choose to be generous. Thupten Jinpa в своей книге говорит, что нам не надо ждать, пока чувство подлинного сострадания зародится в нашем сердце. We don't need to wait the true compassion before we choose to be generous. Для того, чтобы быть щедрыми, не надо нам ждать того, чтобы пока мы там зародим подлинное возвышенное сострадание. So generosity can be practiced at many different levels. Щедрость можно осуществлять, практиковать на множестве разных уровней. And it's obviously taught in almost every spiritual tradition. И в действительности это элемент практически почти каждой духовной традиции. In Buddhism, we talk about 3 types of generosity. В буддизме говорят о 3 видах щедрости. So there are a lot of 3 types. Okay. A lot of numbers in Tibetan Buddhism. Yes. Столько чисел разных в тибетском буддизме. So these 3. The very first one is what is called material generosity. Прежде всего, это щедрость в даянии материальных предметов. So material generosity is anything that we give that is physical, like money or Это все food. что угодно на внешнем уровне, что мы можем отдать кому-либо, будь то деньги, пища или что-то еще.
And we see that when we practice that type of generosity, it helps us not to be so miserly, to hold on to everything. В чем здесь основной смысл? В том, что если мы отдаем материальные предметы, это некоторым образом, скажем так, до некоторой степени избавляет нас от скупости. One of the Kadampa masters of about 1,000 years ago, these were these great practitioners in Tibet. Около 1000 лет назад существовала в Тибете традиция Кадампа, старая Кадампа. Это были очень возвышенные практики. He suggested that we practice generosity by just giving one thing from one hand to the other. В данном случае об одном из них идет речь. Вот его советом для начала практики щедрости был такой, что, вообще говоря, начинать можно с того, чтобы из одной своей руки перекладывать в другую, представляя, что ты отдаешь из правой руки в левую и наоборот. It's very basic, but we would say, Это базовый уровень, который, тем не менее, уже представляет собой практику. Допустим, у меня есть что-то вот здесь вот, да, я говорю, что хорошо, я подарю это своей левой руке. So maybe we don't have to be that basic. Ну, может, у нас даже это. We have to begin to learn how to give things. Так или иначе, в общем, мы должны научиться давать дары. Of course, the practice of Tonglen that we just did involved generosity. Та практика Танглен, которую мы только что занимались, на самом деле она включает в себя практику щедрости. And it's fine to start at the level of visualization. И с визуализации действительности очень неплохо начинать. Это хороший способ начального уровня практики. But we should be willing to give eventually the actual things. Нашим стремлением должно быть совершение подлинного, настоящего даяния, невоображаемого. And if we understand karma and the karma of generosity, then we should be very happy to give. Если мы понимаем карму и соотносим щедрость с кармой, то, вообще говоря, возможность совершить даяние должна нас воодушевлять и доставлять радость. The teachings on karma say that everything that we have that brings us happiness, we got because of our prior generosity. В учении о карме говорится, что любые предметы, которыми мы сегодня обладаем, которые делают нашу жизнь счастливее, лучше уровень жизни, все это получено нами лишь по причине нашей прошлой щедрости, которую мы проявляли. So if you have money in your bank account, you may think it's only because you go to work. И многие люди считают, что если у них на банковском счете есть деньги, то это на самом деле лишь потому, что они ходят на работу. But what the Buddha says is you're going to work is just a condition that helps the karma of generosity to ripen. Будда объясняет, что вот то, что вы ходите на работу, это не причина, это лишь условие, чтобы там появились деньги. Но подлинная причина заключается в том, что раньше вы проявляли щедрость, и эта причина позволяет появляться деньгам на вашем счете. Because there are some people who work very hard and don't make a lot of money. А многие люди, вообще говоря, трудятся довольно-таки не покладая рук, и при этом денег у них не очень-то прибавляется. And there are some people who don't work hardly at all but make a lot of money. А другие люди не очень трудятся, но денег у них прибавляется вполне ощутимо. So how do we have resources in our life? By creating that through karma of generosity, through giving. В чем смысл? В том смысл в том, что на некотором расстоянии во времени действительно были проявлены акты щедрости, которые позволяют проявляться теперь следствием этой самой щедрости. Вот одни люди имеют эти самые причины, другие имеют их в меньшем объеме. So again, if we don't have resources in our life, we shouldn't be hard on ourselves and think we're horrible people. Если, вообще говоря, мы бедны, если у нас нет значительных ресурсов в нашей жизни, не надо думать, что мы дурные люди. We once more see that there's something to be learned from that, something we can learn from that karma. Это просто некоторые обстоятельства, это нечто такое, чему мы должны научиться из своей собственной кармы. That we need to then practice more giving. И нам просто надо выполнять больше, сосредоточиться на практике даяния. But again, this is only one of the types of giving. We can do many types of giving. Но, повторяюсь, есть разные виды даяния, есть разные виды щедрости. Материальное даяние материальных предметов – это лишь один из видов. And they all create a similar karma. И он создает аналогичную, то есть подобную карму, то есть следствия будут подобные, иметь подобие. So Master Shantideva, who was a monk, had hardly any possessions. Вот, например, у наставника Шантидевы, он был монахом, вероятно, у него совсем почти что не было никакой собственности. But yet he practiced
giving through visualization and was able to be very comfortable in his life. Но он постоянно занимался, выполнял практику щедрости, использовал для этого визуализацию, и, вероятно, у него было вполне достаточно того, что доставляло ему полное удовлетворение в его жизни. So as much as possible, when we receive things, we should think about giving. И в действительности, настолько, насколько возможно, вот, что мы получаем какие-то предметы, мы их обретаем, нам полезно, нам следует думать как можно больше об отдавании. In this way, we keep the karma of generosity going. Почему так? Потому что мы так возобновляем карму щедрости. Мы можем возобновлять карму щедрости именно таким образом, то есть мы не исчерпываем ее. Again, this is just the first type involving material things. Итак, материальная щедрость, щедрость материальных предметов – это первый вид щедрости. And probably included in this to some degree might be giving our time, the time that we have to do volunteer work or things. И сюда же, например, можно отнести такие вещи, как отдать свое собственное время, например, на труд в виде волонтером, скажем так, некие свои усилия. То есть это все тоже относится к материальным видам даяния. I mean, for example, there are many people who volunteer for this group, for our Вот даже в нашей группе здесь у нас есть волонтеры, которые нам помогают, организуя это помещение и так далее, там и чай вот прекрасный. So this is another way that we can say we're giving something that is material because our time is worthwhile. Все подобные вещи тоже следует понимать, относить к дарению материальных предметов. Все это материальное дарение. Those who are giving dharma giving to the center, because the center gives dharma, it also helps that generosity, which I'll talk about shortly. The generosity of dharma. First type. It's still the first type, but it also helps the third type, which I'll talk about. Но также мы можем увидеть такой предмет, что некоторые из нас оказывают материальную поддержку дхарма-центру, да? И это, безусловно, следует отнести к первому виду щедрости, к даянию материальных предметов. Но, тем не менее, поскольку это поддержка дхарма-центру, все же здесь есть некоторое участие и в третьем виде щедрости, такого как даяние дхармы. Некоторые вот степень участия. So the first type was giving material things. The second type is giving protection from fear. Первый вид щедрости – это даяние материальных предметов, материальное даяние. Второй вид – это дарование защиты от различных страхов, от напастей. И третий – это дхарма. The third is giving dharma. И третье – даяние дхарма. So on the second one, we can include in that anyone who's in our life who needs help with something. Второй вид даяния относится ко всем тем случаям, когда кто-либо нуждается в какой-то помощи и защите, которая облегчит его тяжкое положение. Это вот всякого рода защита. Maybe we talk to them, we support them, to help И them. всякого рода помощь. Мы можем просто поговорить с человеком, мы можем его поддержать так или иначе. For example, someone who is grieving, who lost somebody near to them. Например, кто-то находится в беде, в печали, потеряв близкого человека и так далее. Or we can even give protection to animals. Также мы можем защитить неких животных. Actually, keeping pets is one way that we give protection from fear. Даже если мы просто держим домашних животных, это мы уже совершаем даяние бесстрашия, так называемое. Почему? Потому что мы позволяем им жить, не испытывая страхов. We can see how fearful animals are when they're in a shelter. Посмотрите, какую ужасный образ жизни могут вести животные, особенно бездомные. And then when we give them a home, Мы им даем дом, приют. they're so much more protected, much И happier. они находятся совершенно под опекой, под защитой. And we can practice material generosity with our animals too. И такое животное является объектом материального даяния, мы его кормим, да, и даем ему бесстрашие, соответственно. We give them food, maybe medicine. Может быть, мы их лечим так. So having pets can be actually a very То good есть, вообще practice. говоря, содержание домашних животных, в общем, может быть практикой неплохой. How many people have pets? А у кого есть домашние? At home I have 5 cats. А вот у Дона 5 кошек. Okay. The third one is giving dharma or spiritual giving. Даяние дхармы – это третий способ даяния, духовный.
And spiritual giving involves sharing our wisdom with others. Духовный способ даяния означает поделиться мудростью, которую ты имеешь. So it doesn't mean you have to be a teacher like me in front of a group of people. Не обязательно для этого быть учителем перед группой людей. Не обязательно выступать в такой роли, как вот сейчас выступает Дон. Because we all have opportunities to share the teachings with others. В действительности каждый может быть учителем для другого. Now in Buddhism we don't try to force the teachings on anyone. В буддизме вообще учение не дается насильно, насильственным образом. But if Не навязывается. if there's something we feel that will be useful for the person, we can offer it. Но если мы видим, допустим, что что-то, нечто такое может быть кому-то полезным, мы вполне можем этим поделиться. One thing I see often with Buddhist practitioners is that they can sometimes not be so kind in how they help others with Buddhist advice. Sometimes they're not as kind as they should be. Порой в восприятии Дона некоторые буддийские практики не проявляют того уровня, not that level of generosity. Well, they're not being. Let me give an example. Okay. So sometimes somebody's experiencing something bad and they say, "Oh, that's your karma." Ну вот буддистам свойственно порой не проявлять того уровня сопричастности, не выражать такое, не быть настолько щедрыми, как они могли бы быть. Вот, как говорит Дон, примером, что этому может послужить? Ну вот видим мы кого-то, кто испытывает трудности, и говорим, ну что делать, карма у него такая. Вот, собственно, этим мы ограничиваемся. But if somebody doesn't have an understanding of karma, they hear that as I'm a bad person. Другой человек, какой-то человек возьмет и услышит то, что мы говорим, говорит, подумает, и не зная ничего о карме, не понимая этих смыслов этих изложений кармы, подумает, они говорят, что у меня плохая карма, это, наверное, значит, что я плохой человек. Or they may hear it as you're not being compassionate. That the person saying that is not being compassionate. That person which who hears it. So if I say it's your karma, they think I'm not being compassionate. И если этот самый человек услышит вот эти самые слова от буддистов, то он подумает, что вообще-то буддисты не очень-то они сострадательны, потому что они говорят мне, что я плохой человек. Я и сам знаю. So I think we have to be careful what we say to others and how we say it. Поэтому, вообще говоря, за словами надо следить за своим, что мы там говорим другим. Does it make sense? Как вы думаете, это правда? Does anyone have any examples of that? Как? Есть примеры высказанных не слишком верно советов кому-то? Не постоянно. В общем, следить надо за этим. What was that? I say yes, there are some. Anyone want to share? Может, кто-нибудь расскажет чего-нибудь? No. Okay. Кому вы там о карме чего наплели? So I think again, this speaks to what I said yesterday. I think that we have to not just have compassion, but have wisdom. Как сказал Дон, и как это вообще подчеркивается, одного лишь сострадания недостаточно, требуется еще и мудрость. But I said it earlier today to your question too. Это был ответ на вчерашний вопрос. That we have to make sure that we О двух крыльях. take into consideration what we really can do and what is appropriate to do. То есть в действительности, вот, рассматривая любые ситуации, которые под вопросом, необходимо понять, что на самом деле требуется и что мы на самом деле можем сделать в данной ситуации. Okay. So if we can offer some teachings that will help them, and we feel competent, we feel capable of doing that, then we should do that. Если есть некое наставление, которое на самом деле помогло бы этому человеку, подходит для него, и более того, если мы за собой чувствуем, уверены, что мы можем такое наставление изложить, да, тогда надо это сказать. So we do see that definitely there's a need for generosity in this world at all three levels. Да, и в этом мире на самом деле мир таков, что в нем не хватает недостаточно щедрости, и ему нужна щедрость, ему нужны эти проявления щедрости, и они нужны ему на всех трех уровнях.
на всех трех видах щедрости. But obviously the most important of the three levels of generosity is the third. Но если сравнивать различные виды щедрости, то действительно самая большая важность придается третьему виду щедрости. And that's because spiritual teachings, Dharma, will help people at the greatest level. Почему так? Потому что духовное учение, дхарма, имеет наибольшую возможность, наибольший потенциал в помощи другим людям. Okay. Any questions on generosity? Ну, еще насчет щедрости вопросы. I have a question. Could you please give an example of the third point of generosity? I mean, for a general person. A general person. Yeah, Okay. like maybe some simple examples. How can you Просим practice it? какой-нибудь простой пример третьего вида щедрости, но чтобы это было для обычных людей, не в связи вот с таким человеком, как Дон, который сейчас обучает дхарме. So say you have a friend who's very mad at someone in their family. Friend, which A is friend who's very mad, angry with someone in their family. mad to his family. Right. Okay. Допустим, мы знаем кого-то, кто очень сердит на свою семью. And so you care about your friend and you don't want them to be angry. Допустим, мы хотели бы, чтобы этот человек успокоился и как-то свой гнев вообще, чтобы он у него прошел. And you think that if you offer some Buddhist teachings, it may help them to change their mind a little. И, допустим, мы скажем ему, что если бы вот через тебя они смогли бы узнать что-то о буддийском учении, возможно бы они бы поменяли свои, так сказать, свои мнения по поводу тех или иных вещей. So maybe you would ask them, would you be okay if I shared some teachings that may help you to deal with this? Может быть, ты хочешь что-то услышать, что-то узнать о буддийском учении? And if they say no, they don't want, then you could say, okay, it's all А он right. скажет, не, ничего не хочу знать, ни о каком учении, скажет, ну ладно, вот Maybe хорошо. practice Tonglen with them. Тогда я буду танглен практиковать. But if they say yes, А он, если может так же сказать, ну давай, расскажи уже. then maybe you can teach them a little bit about being compassionate towards their family. Тогда вы ему скажете, ну хорошо, вот смотри, у тебя такие отношения с семьей. На самом деле это люди, которые заслуживают некоторого сострадания от тебя. Help that person to И see. чуть-чуть расскажете ему о сострадании. Help that person to see that their family has these minds of anger and so on that they have as well. И дадите ему перспективу о том, что есть две стороны, у которых вот есть он, и есть там члены другие его семьи. И, значит, вот он испытывает гнев по отношению к своим родственникам, и это провоцирует их ответную реакцию, и вот все это в замкнутом цикле находится. И надо, чтобы прекратить эту ситуацию, то есть необходим какой-то первый шаг, да, значит, но вот, возможно, вы об этом скажете ему такие слова, и это поможет разрешить их те или иные трудности. Or maybe even you just encourage them to not have the division, but to try to work things out. Или вы, может, просто посоветуете им вообще как-то собраться вместе и разрешить его трудности. Whatever you feel comfortable sharing. Ну вот что подходит по ситуации. You don't have to get into karma and rebirth. Здесь нету такой этой самой обязательной необходимости вдаваться в теорию кармы, перерождения и прочего. If you could just help them to shift their perspective. Просто, попытайтесь помочь им сменить перспективу. Again, what's the first pillar? Вот у нас первый наш столб радости, это смена перспективы. Попробуйте. To help them to see, for example, that there are many causes and conditions as to why their family is angry at them. Надо, может быть, просто наглядно показать, что вот очень много всяких обстоятельств, причин и условий работают на то, чтобы вот данный вот сейчас возник этот конфликт. И этот конфликт поддерживается множеством всяких факторов. Вот здесь, вот в результате возникают все сердиты. And maybe the person won't take it so personally. Может быть, каждый из них принимает все это очень личным образом, думает, что каждый из них там в чем-то виноват, а может быть, им просто посмотреть на это более, так сказать, открыто. So many different things you can offer. Здесь ситуации различные. Does that help? Yeah, thank you. Okay. Certainly, it's very good to try to bring people together to create more harmony. Вообще, конечно, очень полезно создавать условия для того, чтобы люди совместным образом достигали таких гармоничных отношений. In the U.S., of course, there's much division in the United States right now. There's a lot of division in the United States, dividing people. В Соединенных Штатах вот, в социуме очень такая заметная проблема в настоящее время, что между людьми очень много раздора.
And even a lot of people who are Buddhist say a lot of things to create more division. И даже между буддистами, и эти буддисты между собой продолжают разговоры о том, которые их только отдаляют друг от друга. So I think it is important that we practice whatever we can and help others to have good lives, to be happy. И любые усилия, направленные на гармонизацию отношений, на стабильность, на спокойствие, они, безусловно, приносят пользу. And our goal shouldn't be to make other people Buddhist, it should be simply to share what can be useful. Нет такого, чтобы надо стремиться сделать других людей буддистами. To not make them Buddhist, but to share what is useful. Не надо стремиться сделать их буддистами, надо стремиться дать им что-то полезное. Буддистами они, если захотят, сами могут. Just like my purpose in being here isn't to make you Buddhist if you're Вот, not например, Buddhist. Дон сюда приехал, он никого не хочет сделать буддистом. It's just to share what the Buddha teaches that you may find of use. Он хочет поделиться некоторым учением, которое, возможно, будет полезным. И при этом он не ставит себе целью, чтобы кого-то обратить в буддизм. Any other questions? Еще вопрос. Okay. So at the very end of this section on generosity, His Holiness and the Archbishop talk about something really important. Вот в завершении, в конце раздела в книге, раздела о щедрости, архиепископ и Его Святейшество Далай-лама говорят об одной очень важной вещи. What they essentially are talking about is the need for a new mentality, a new Они way of thinking. говорят о том, что в мире назрела, существенно назрела необходимость проявления нового менталитета, нового типа мышления, можно сказать. His Holiness articulates this or puts this out in the form of what he calls secular education. Secular education. Его Святейшество обозначает это как секулярное, secular, yes? Секулярное. Секулярное — это еще философский термин. Скажем так, мирской способ образования. Because if we look at many of the things that we've talked about this weekend, we see that there is some commonality, some basic things that are in our world, that are needed in our world. They're not specific to a Buddhism or to some particular religion. Значит, о чем здесь речь? В современном социуме есть потребность в таких вещах, существует потребность, и она объективно назрела потребность в таких вещах, которые в целом являются общими для различных видов социума, которые могут, скажем, они иметь там те или иные части социума разных конфессиональной принадлежности и так далее, но тем не менее вот потребность в некоторых предметах, которая назрела, эти предметы, они являются общими для разных частей социума. So His Holiness says that we must include in our education, our formal Вот эти education, самые ценности, которых не хватает, должны включаться в формальное образование, в систему формального образования. teachings of compassion and basic ethics. Это учение о таких ценностях, как сострадание. And we do this not on the basis of religion, Но эти самые, очень важно, чтобы вот эти самые ценности преподавались не на основании некой религиозной теории. but on the basis of scientific Они findings должны преподаваться на основании научного мировоззрения. and even common sense Или, скажем, на основании просто здравого смысла. and our universal experience. Или, скажем, на основании общечеловеческого опыта. So this actually speaks to something that is I think very important in this world. И вот, действительно для современного общества это очень важные вещи. Because in my experience, a lot of people in the world have lost touch with some of that because many people don't Lost touch. belong to a religion. A lost touch. They've lost touch, they aren't aware of those things, they don't practice those things in their life, they don't have compassion and basic ethics. Independently of compassion, yes. Independently of religion. Independent of religion, correct. А почему так? Потому что, по мнению Дона, например, в действительности, как ему видится, очень много людей не имеют точек соприкосновения с тем видом ценностей, о которых говорится, когда излагается тема сострадания, любящей доброты и так далее. И вот этот недостаток, он должен быть так или иначе восполняться. Even the Archbishop said that he thinks many human beings today are drunk.
Вот, например, архиепископ говорит, в наше время многие, вообще говоря, склонны употреблять алкоголь. Not drunk literally. Not drunk. Пардон, многие люди склонны к опьянению, но это опьянение, о котором он говорит, это не буквальное опьянение алкоголем. He says they have too many negative emotions. А это опьянение негативными, неблагоприятными эмоциями. Like greed, fear, and anger. Сюда относятся и жадность, и страх, и гнев. So they act like drunk people. И действуют они как подвыпившие люди. So we have to sober up the world, to make the world not drunk. И ум, вообще говоря, нуждается, мир нуждается в отрезвлении. By teaching people how to be good people in the world. Это учение о том, для людей, о том, как стать хорошими людьми, как стать людьми лучшими. And ultimately this will help to cause a shift in consciousness, a shift in awareness. И в конечном счете это учение о том, как сменить, поменять сознание, поменять мышление, поменять перспективы. Which is what will be needed in order to address the problems that we face on this Потому planet. что это требуется для того, чтобы противостоять, для того, чтобы иметь возможность иметь дело с теми проблемами, которые постоянно возникают в мире. Because once more, if we go back to this mind of self-centeredness, this is one of the big obstacles to having compassion. Если мы вернемся на секундочку к тому виду ума, который себелюбие, эгоистичному уму, то вот этот самый вид ума, такой как себелюбие, представляет собой непосредственное препятствие для сострадания. If we only think about ourselves, then we don't care about how others are affected by how we live our lives. Для того, кто думает о себе в первую очередь и ничего не склонен обращать внимание на других, то у него, собственно, и никакого внимания на других не уделяет. And for example, I've been seeing a lot of things on Facebook about all the plastic in the world. Plastic. Например, в Фейсбуке Дон видит много сведений о том, какова ситуация с пластиком, you mean plastic package and so on. Plastic packaging and bottles and everything that is on in the oceans. О том, сколько пластмасса используется в производстве. То есть это пластиковая упаковка, которая во многих странах более развитых, чем Россия, в Индии, например, запрещается. И так далее. Бутылки пластиковые. Вы знаете вообще, что в океане целые острова этих? It's just a small example. There are many examples in the world of how we do things that have an effect on other beings, animals and people. И вот это небольшой пример на самом деле лишь, потому что это как раз показывает, что так как мы обращаемся с миром, оно находит отражение, влияет на других существ, которые, вообще говоря, с этими, казалось бы, не связаны, с этими вещами, например, на животных. Вот то, как мы относимся к окружающей действительности, к окружающему миру, оно оказывает влияние на тех существ, которые вроде бы не должны этого влияния на себе испытывать, а они испытывают. So this once more points to this fact of interdependence. Вот это еще одна демонстрация факта взаимозависимости. That when I am harming others, I'm actually harming myself. Когда мы другим наносим вред другим, на самом деле мы вредим самим себе. So anyway, I just thought I'd introduce that because I think it's an important idea for our time. Дону хочется представить, поговорить, вот сказать ему его желание говорить об этих вещах. Почему? Потому что because you. I think it's an important idea. Потому что он видит, что эти вещи очень важны для современного общества. Anyway, they say some wonderful things in the book about that, if you're interested. Если интересно, в книге также об этом сказано очень хорошие слова. And then the final thing that they talk about that I want to conclude with is maybe an extension of the third type of generosity. Ага, и последнее, о чем Дон хотел бы сказать в завершении нашего семинара, это некоторое продолжение темы щедрости третьего вида даяния дхармы. And that's what we might call generosity of the spirit. Щедрость духа, мы можем это обозначить. So what this means is that the more that we generate joy in ourselves, the more we can be a source of joy for others. В чем здесь смысл? Смысл в том, что чем больше радости мы способны зародить в самих себе, тем большим источником радости мы способны выступать для других. In fact, the Archbishop says, we people who care must be attractive, must be filled with joy.
people who care. Например, это слова архиепископа. Те люди, которые которым не все равно, которые неравнодушны. А вот такие люди должны быть привлекательными. Вот такие люди, we must be attractive and we must be Filled with joy. и мы должны быть полны радости. So that others recognize that caring Чтобы люди понимали вот это чувство, наше чувство сопричастности, helping, помощи, being generous щедрости. are not a burden. Not? They're not a burden. Not at all. Those things are not a burden, not a... Они воспринимали все эти вещи, вот как щедрость и прочее, как какую-то нагрузку, груз. They are a joy. Что мы должны быть радостными. Те люди, которым не все равно, они должны вообще быть радостными, потому что они же не люди какие-то загруженные под трудностями, да, что это люди, которые на самом деле радостно живут. So we can give many things, but one of the main things we can give is our joy. Многие вещи можно отдать, но самое лучшее – это наша радость. So hopefully what we've talked about this weekend will provide you with a source of joy in your own heart. И идея этих выходных, которые мы потратили на этот семинар, в том, чтобы стать лучшими источниками радости. And then you can be a source of joy for others. Обрести для себя источник радости и стать лучшим источником радости для окружающих. So let's go through the practice advice for generosity. Maybe you can. И практический совет относительно радости, он у нас обозначен в раздаточном материале. Размышляйте и радуйтесь всевозможными способами, независимо от того, насколько малым могло быть то, что вы дали другим. Подумайте о том, как усилить непрестанную заботу о других, применяя 3 типа щедрости, задействуя все, что у вас есть. Отмечайте любую радость, возникшую от даяния. So again, the one thing I want to emphasize is that we can't have the expectation that there's going to be instant joy from these things. We can have Immediate joy. We can't have that expectation of immediate joy. Что хочет отметить Дон, что не стоит ждать того, что радость проявится как нечто само собой возникшее, спонтанное, вдруг вот так вот без всякой причины. This is why we always call it practice. В действительности радость требует практики. Because we have to engage in it again and again to get better at it. Потому что надо снова и снова заниматься тем, чтобы усовершенствовать условия для этого. And then the joy comes over time. И тогда будет постоянно приходить радость. So maybe good enough. Any final questions or Ну, comments? достаточно, в общем-то, по мнению Дона, но может еще какие-то вопросы последуют. Everyone's tired. Everybody's tired. Wants to enjoy the outside. The nice Weather weather. outside. Everybody wants outside. Okay. So no other comments, questions? Yes. Вы вчера говорили про мотивацию, и что мотивация «я хотел бы быть более радостным», «я хотел бы более счастливым» неправильно, и что это ведет наоборот от той точки, куда я хотел бы прийти. Как правильно формировать тогда вот эти мотивации, стать там, к развитию, скажем так? It was talk about motivation and the rewards. That kind of formulation that I want to be happy. Я хочу быть счастливым. Щедрым, там, I счастливым. want to be generous. I want to be joyful. It's a kind of wrong. I'm not sure what that Я что-то тоже не очень помню. Ну, вчера говорили, что если я формирую цель, что я хочу быть счастливым, Goals, да, formulations of goals. то это наоборот неправильная постановка мотивации, что это Wrong не goal. приводит, да, что это не приводит И к счастью. Может быть, имелось в виду то, что просто повторять себе. Я хочу быть счастливым. Maybe, может быть, согласитесь, что недостаточно говорить, что я хочу быть Именно счастливым. недостаточно. Okay, I understand. Probably Света. Maybe it's a talk of it's not enough just to say I want to be happy, I want to be generous, and so on. It's really not enough, yes. Okay. But how to formulate the goal in correct way? Right. And then to do what will lead to that result. Is that the question? Yes, probably.
и каков верный способ вот, взаимодействия с этим желаемым результатом. Да? Ну, это правильная мотивация, то есть я, видимо, неправильно понял. Concerning goals, is it correct formulation of goals? Yeah, I want to be happy, I want to be generous, I want to be whatever, positive. So, yeah, I don't know if what I said yesterday that sounded Ну вот contrary. когда говорим про побочный продукт, что радость это побочный продукт, что если вот прямо вот... I understand. Yeah, it was talk that joy is a kind of bypass product. Okay. Do you remember? Where we said, okay, yeah. Okay, that direct way is not so correct. Right. Okay. If we sit down and all we say is, I'm going to be joyful, I'm going to be joyful, then maybe that's not it. That's Вот not вы gonna- возьмете и зададитесь целью, я сейчас буду счастливым, этим самым радостным, да, короче, всем велели радоваться. Why doesn't that work? Because Почему это не сработает? we haven't created the causes for it. Почему это не сработает? Потому что всем велели радоваться, а причин не создали. And there's nothing wrong with wanting to be joyful, Но ничего такого плохого нет в том, чтобы люди хотели but we радоваться. have to understand where joy comes from. Просто надо понять, откуда радость берется. Ну, то есть это нормально задавать себе такую мотивацию. То есть задавать эту мотивацию нормально, а вот ограничиваться, так сказать, вот мы задали себе желание радоваться, а больше ничего нет. Ну, просто я воспринял это как негативное направление, что если я задаю себе такую цель, что я наоборот отстраняюсь от этого. Не совсем так. Там было сказано, что радость возникнет как побочный продукт вот этих 4. То есть мы практиковать мы должны вот эти самые 8 оснований для радости. И если мы начнем это вот выполнять, тогда радость сама собой возникнет как побочный продукт. Но если мы возьмем и скажем, что я собираюсь быть радостным. Так, что это я не радуюсь? Ну вот как-то так было сказано. May I just translate a bit if we understood everything correct? So the question was that if there is a goal, like I want to be happy, I want to be joyful, Yeah. it kind of it won't lead me to be happy and to feel this joyful in a good way, let's say. Well, It just decreases maybe or make the way a bit tiny or something like that. I think it was more the point that if we say, I'm going to be happy, I'm going to be joyful, but we don't create the causes for it, then we never really experience that because the wish alone is not enough. So the goal should be to be generous, to be I think so. to change the perspective. We could say the 8 pillars are the goal and joy is what comes through It's a gift. achieving that. Yeah, that's a better way to put it. Yeah. Did you want to translate? Just maybe that last part that we're saying that the 8 pillars are the means, the way that we actually should be the goal to achieve the joy that comes. То есть в действительности вот мы ставим эту самую цель быть, испытать радость, да, но средствами для этого являются вот все те 8 основ, оснований, столпов, которые мы рассматривали на протяжении этих выходных. Если бы мы сказали, что я хочу радоваться, кроме этого больше ничего, да, ну все хотят радоваться, что делать, и как раз не имеют этих самых средств, а у нас эти средства есть, вот мы их рассмотрели. Вот мы эти самые средства используем в качестве побочного продукта, она и возникает, эта самая радость. Вот. I mean, I don't want to tell people not to think I want to be happy and I want to be joyful, because that's okay. То есть совершенно нормальные и верные мотивации, когда мы говорим, что я хочу счастья, хочу радоваться и так далее. But again, we have to really understand where that comes from. Но просто необходимо понимание того, откуда берется счастье, откуда берется Maybe радость. you can share His Holiness's final quote that is in the book that I talked about earlier. Последние слова Его Just Святейшества this part. относительно щедрости, как сказал Его Святейшество Далай-лама, фактически забота о других, помощь другим, это является окончательным способом открыть возможность для своей собственной радости и для того, чтобы вести счастливую жизнь. Okay. So that's, if you boil down everything I talked about this weekend to one sentence, that's it. Если свести в одно единое предложение, то вот все, чему мы учились, это и есть на протяжении этих выходных, оно здесь и заложено. Does it help? That's good.
Okay, so let's conclude with some final thoughts of dedication. Давайте посвятим все то позитивное, все те заслуги, которые наработаны за эти выходные, хорошим вещам. So again, with dedication, what we're trying to do is to make sure that what we've done creates the result that we want. Пускай результаты возникнут те, которых мы желаем от того, чем мы здесь занимались. Sometimes they compare this to like taking the drops of water that we've created and putting them in the ocean. Иногда это сравнивают с тем, что капли воды потихонечку добавляются, все сливаются вместе, и пока не образуют огромный океан. Because as long as the ocean is there, our water will be И there. океан, в который капают капли, он существует бесконечно. In this way, we protect the merit that we created. И вот так вот мы защищаем те заслуги, которые созданы. And we make sure that it stays to achieve the result that we want. И мы тем самым обеспечиваем, чтобы результат, которого мы желаем, он созреет. And again, the result that we want is the happiness and joy of all beings. Тот результат, которого мы хотим, чтобы он созрел, это счастье и радость всех живых существ. So in your own heart now generate that thought of what I've done here this weekend, may this be the cause for the happiness of all Таким beings. образом мы зародим в своем сердце посвящение, что все, что я здесь сделал хорошего, все, что было сделано позитивного, мы вместе это делали, пускай это станет причиной для того, чтобы все живые существа обрели радость и счастье. May this be the cause for all beings to be free from suffering. И пускай также это будет причиной для того, чтобы все живые существа освободились от страданий. And in particular, if we're Buddhist, we can think, may this become the cause for me to become a Buddha, to help beings to do that. И поскольку мы буддисты, пускай это будет причиной для того, чтобы я и все участники также стали Буддами, достигли состояния Будды. And then we can dedicate also for the good health and the long lives of our teachers. И также пускай наши духовные наставники будут здоровы и проживут долгую длительную жизнь. So we can think of His Holiness the Dalai-lama, Так мы можем думать о длительной долгой жизни Его Святейшества Далай-ламы, as well as Lama Sopы Rinpоче, а также ламы Сопы Ринпоче, as well as other Tibetan masters that we have, и также других тибетских наставников, которые, возможно, у нас есть. as well as other Buddhist teachers we might have, Всех тех буддийских учителей, которые могут нас обучать, as well as the Archbishop Dесмонд Туту and other teachers, а также и архиепископ Туту и другие духовные учителя teachers from all traditions, всех традиций. any beings who are dedicated to helping others to be happy and free from suffering. И вот всем тем, кто является хорошим человеком, кто посвящает свои заслуги и благополучие, счастью других. May all these spiritual guides have good health and long lives. Все эти духовные наставники, учителя, пусть живут долго, пусть будут здоровы. And may we only have perfect guides in our lives. И пусть также у всех, каждый обретет совершенного наставника, проводника в своей жизни. And then we're going to practice to conclude a form of generosity. We'll practice a form of generosity. И эта практика также является формой щедрости, вот это посвящение. Where you can think about beings who are in your life right now who are experiencing difficulty. Также мы можем вспомнить о тех существах, которые прямо сейчас, в данный момент, испытывают трудности в своей жизни. Maybe beings you know that are experiencing obstacles or illness. Может быть, они препятствия испытывают или болеют. Maybe you even know some who are dying or who have died. Кого-то знаете, кто умирает уже. Send this positive energy out to them. Вот также позитивную энергию направим на их благополучие. Gladly give it away to them. С радостью отдадим все позитивное им. And think that it helps them to immediately be free from their suffering. Пусть они будут свободны от страданий, And attain true peace and happiness. обретут подлинный покой и счастье. And may all beings be free from suffering and attain happiness. И освободятся от страданий, будут счастливы. Обретут причину счастья. Okay. Thank you so much. Спасибо большое всем. Enjoyed this very much.